фронта, с юга двинувшийся по направлению к Сталинграду. Значение города, названного именем Сталина, росло день ото дня. Усиление немецкой армии не замедлило сказаться на обстановке. Уже через 2 недели Паулюс нанес новый удар, окружив главные силы 62-й армии. Советские войска отошли на восточный берег Дона. Немцам оставалось лишь переправиться через реку. От Сталинграда их отделяло всего 60 километров. Тем временем с юга к Сталинграду уже шли танки генерала Гота. Совершив 150-километровый марш по степи, Гот неожиданно вышел в тыл советским войскам. Действовавшие здесь части были объединены в Юго-Восточный фронт под командованием генерала Еременко. К юго-западу от Сталинграда, недалеко от маленькой железнодорожной станции Абганерово, советские войска встретили немецкие танки огнем «Катюш». Летчики, которых я послал для наблюдения за боем, доложили, что район Абганерова и прилегающие к нему местности горит. Все объято пожаром. Делаю вывод, что «Катюши» наделали там дел. Наступление Гота было остановлено. Этот успех способствовал продвижению Еременко, и вскоре ему поручили координировать действия Юго-Восточного и Сталинградского фронтов по защите Сталинграда. Генералу Паулюсу предстояло форсировать Дон. Месяц тяжелых боев не поколебал его уверенности в том, что он сможет покончить с городом одним ударом. Ранним утром 21 августа на гладь Дона было спущено 112 десантных катеров и 108 надувных лодок, которые устремились к восточному берегу. Защитники Сталинграда встретили их огнем. Несколько десятков лодок пошли ко дну. Однако немцам удалось захватить клочок земли на восточном берегу Дона и держать его до наведения переправы. Через день немецкие танки рванулись к Сталинграду. Справка. Сталинград, бывший Царицын, один из самых красивых, зеленых и благоустроенных городов предвоенного СССР. Развернувшееся строительство заводов привлекло в город много молодежи. За 15 лет население выросло с 85 до 450 тысяч человек. Сталинградская набережная с кафе, кинотеатрами и скверами считалась самой красивой среди городов Поволжья. Эвакуация населения Сталинграда проведена не была. Переправы запрудили скот и сельхозтехника, отправляемые на восток. В городе скопились сотни тысяч беженцев. К августу из города эвакуировали около 100 тысяч человек. В полдень 23 августа танкисты 6-й армии устремились к Сталинграду. Обгоняя танки с нарастающим гулом с запада, на город тучей надвигался немецкий 4-й воздушный флот, приветствуя своих танкистов воем сирен. Начался самый мощный за всю историю войны авианалет на Восточном фронте. Был ясный солнечный день, когда в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Многие жители восприняли их как учебные. Лишь когда небо стало черным от немецких самолетов и батареи ПВО открыли огонь, население бросилось в укрытие. На город посыпались бомбы. %80 зданий было уничтожено в первый же день бомбардировки. Пригород Сталинграда состоял из деревянных построек. В городе размещались нефтехранилища и склады древесины. Приняв это в расчет, немцы активно использовали зажигательные авиабомбы. Высушенный августовским солнцем город вспыхнул как порох.
Потоки горячей нефти и бензина устремились к Волге. Река загорелась, а вслед за ней и пароходы на Сталинградском рейде. Справка. 4-й воздушный флот генерала Рихтгофена совершил в тот день 1500 вылетов, сбросил 1000 тонн бомб, потеряв при этом всего 3 самолета. В Сталинграде только за один день, 23 августа, погибло около 40 тысяч жителей. Жители, выжившие в бомбежках, покидали город. Кому-то удалось переправиться через Волгу, а кто-то ушел в оккупированные окрестные станицы. Были и те, кто остался разделить судьбу родного города. Когда танки армии Паулюса вышли к Волге, было около 4 часов дня. Подойдя к Сталинграду с севера, танкисты видели в бинокле лишь руины и пожары, которые просто некому было тушить. Казалось, что немцам осталось лишь войти в горящий город. Однако взять Сталинград одним ударом им не удалось. Более того, с севера на атакующую немецкую армию обрушились удары Сталинградского фронта, пехоты и танков. Ставка вовремя перебросила танковые корпуса из-под Воронежа. Также под Сталинград прибыли 2 резервные армии и лучшие оперативные умы Красной армии – маршалы Василевский и Жуков. Жуков докладывал Сталину. Наш быстрый удар заставил противника повернуть от Сталинграда его главные силы против нашей группировки, чем облегчилось положение Сталинграда, который без этого удара был бы взят противником. На несколько дней наступило затишье. Сталинград был наполовину окружен. Защищающие его 62-я и 64-я армии оказались отрезанными от Сталинградского фронта и могли получать подкрепление и боеприпасы лишь по переправам через Волгу. С другой стороны, и немцы не чувствовали себя спокойно, отбивая удары Красной армии с севера и непосредственно из Сталинграда. Стало очевидным, что пока город будет получать подкрепление, его защитники не оставят даже руины. Первоначальный план, не предусматривавший захват Сталинграда, немецкому командованию пришлось срочно корректировать. Перед Паулюсом поставили задачу – взять город, ликвидировать переправы и занять оборону, таким образом прикрыв от Сталинградского фронта наступающие на Кавказ немецкие части. В немецких штабах захват города на Волге виделся делом недели. Однако 12 сентября прилетевший в Винницу на встречу с Гитлером Паулюс охладил пыл командующих. Его 6-я армия была уже не той, что в июле. За 2,5 месяца боев войска понесли значительные потери. Кроме того, теперь Паулюс должен был бросить наиболее боеспособные дивизии на оборону своего левого фланга, который протянулся от Дона до Волги. На вопрос Гитлера, когда Паулюс возьмет Сталинград, тот ответил: «Ввиду состояния наших войск, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен просить подкрепление 3 боеспособными дивизиями». Армию Паулюса вновь усилили резервами. К тому же ему передали 2 танковые дивизии армии Гота. Сталинград следовало взять немедленно. Защитой и надеждой города оставалась 62-я армия. Численность бойцов в дивизиях упала в 5-6 раз. В армии насчитывалось всего около полусотни танков. Несколько десятков поврежденных танков, которые еще могли стрелять, сделали неподвижными огневыми точками, вкопали в землю. Удержать Сталинград только этими войсками было, конечно, невозможно. И 9 сентября к городу направили стрелковую дивизию генерала Александра Родимцева. А 3 днями позже 62-ю армию возглавил новый командующий, генерал Василий Иванович Чуйков. Василий Иванович Чуйков с 17 лет служил юнгой отряда минеров в Кронштадте. Во время гражданской войны в 19 лет стал командиром полка. Был награжден 2 орденами Красного Знамени. С декабря 1940 года находился в должности военного атташе при полномочном представительстве СССР в Китае. Чуйков прибыл в штаб армии 14 сентября, и в этот же день немцы пошли на штурм города.
Им удалось найти слабое место в советской обороне. Позиции 112-й стрелковой дивизии. В ее полках из 2500 человек в строю осталось от 50 до 130 бойцов. А артиллерия состояла из одной гаубицы и